you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим два аудиофильских кабеля для внутриканальных наушников от компании JY Hi-Fi. И, конечно же, как всегда, подробно обсудим, как они вообще влияют на звук. Ну и обратите внимание, что оба этих кабеля мне пришли вот в таких вот кейсах. Мелочь, а приятно. Ну и давайте уже по традиции начнем с чуть более дорогого аудиофильского кабеля, который сейчас на AliExpress обойдется вам примерно в 6000 рублей. Называется он JY Hi-Fi 376. Этот кабель не слишком тяжелый, четырехжильный и совершенно не путается. В руках ощущается очень приятно и выглядит, как по мне, действительно достойно. И отдельно хочется отметить его очень качественную и красивую фурнитуру из нержавеющей стали с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Но вот в качестве проводника используется монокристаллическая медь высокой частоты в сочетании с монокристаллическим серебром. И это, кстати, довольно редкая, но при этом очень интересная связка с точки зрения влияния на звук наушников. И вот здесь давайте уже остановимся подробнее и поговорим о том, как он влияет на звук. Ну и послушав кабель JY Hi-Fi 376 с разными наушниками из моей коллекции, я реально был удивлен тем, насколько взросло и уверенно он влияет на звук для своей цены. Это как раз тот случай, когда кабель очень аккуратно и грамотно улучшает подачу, делая ее более телесной, собранной и честной. И первое, на что сразу обращаешь внимание, это низкие частоты. Бас становится чуть более выраженным, появляется приятная плотность и ощущение фундамента, удары ощущаются увереннее, и звук в целом даже на менее басовитых наушниках становится более весомым. При этом бас никогда не раздувается и не теряет контроль. Он не гудит, не лезет в середину, а просто добавляет телесности и глубины. И в итоге музыка воспринимается уже более цельно и взросло, особенно если изначально наушникам не хватало плотности и веса. Ну а вот середина с этим кабелем звучит очень ровно и естественно. Вокал подается чисто и спокойно, без лишней какой-то добавленной окраски, с хорошей читаемостью и теплотой в нижней середине, а инструменты не выдвигаются излишне вперед, но и не прячутся назад. Все словно здесь стоит на своих местах, и за счет этого появляется такое ощущение честной сбалансированной подачи, когда ты слышишь наушники такими, какие они есть, но в более таком собранном и уже аккуратном виде. А вот высокие частоты раскрываются прям намного интереснее. Они становятся чище, прозрачнее, добавляется немного воздуха, но по-прежнему без какой-то резкости или лишней яркости. Детали проявляются аккуратно, не выпячиваются, а очень органично вписываются в общую картину. И получается та самая комфортная подача, с которой можно слушать музыку долго, без усталости, и при этом не терять вот это ощущение детализации. Ну и со звуковой сценой этот кабель работает очень правильно. Пространство ощущается более стабильным, организованным, улучшается разделение инструментов и появляется больше воздуха между образами. Сцена не становится какой-то, конечно, резко огромной, но раскрывается в ширину и глубину ровно настолько, чтобы музыка начинала дышать и звучать уже свободнее. И в итоге я пришел к тому, что этот кабель не про какие-то там резкие изменения, а про очень аккуратное улучшение всего и сразу: баса, чистоты, телесности и общей целостности звучания. И для своей цены это действительно крайне интересный кабель, который легко можно рекомендовать тем, кто хочет сделать звук своих наушников взрослее, чище и комфортнее. Ну а теперь давайте поговорим о следующем кабеле, который именуется как JY Hi-Fi 313, и сейчас на AliExpress он обойдется вам примерно в 5300 рублей. И это уже шестижильный кабель, он совершенно не путается и тоже очень приятен в использовании, но будет чуть тяжелее, чем 376. И этот кабель выполнен уже в такой максимально яркой и привлекающей внимание расцветке. И в сочетании с такой качественной золотистой фурнитурой выглядит он очень эффектно. А также он получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. А вот по проводнику тут все еще интереснее. И в качестве основы в этом кабеле используется масляный графен в сочетании с рафинированным позолоченным сплавом и палладием ОЦЦ. И в общем связка такая получилась крайне необычная. И как вы уже понимаете, на звук этот кабель влияет действительно заметно. Но об этом давайте поговорим сейчас чуть подробнее.
И послушав кабель JY Hi-Fi 313 с разными наушниками, я сразу понял, что он работает уже совсем иначе, делая акцент не на телесности, а на чистоте, скорости и ощущении более открытого пространства. И этот кабель точно более легкий по своему характеру, и подача с ним за счет этого становится заметно прозрачнее и воздушнее, поэтому в низких частотах здесь уже нету такого упора на массу и плотность, как было у 376-го. Зато бас с ним становится куда быстрее и собраннее, удары четкие, короткие и без какого-то лишнего затяжного послезвучия. Бас никогда не давит, не утяжеляет подачу, а скорее подчеркивает ритм и структуру трека, и за счет этого музыка ощущается уже куда более подвижной и чистой, особенно на сложных и быстрых композициях. А середина с этим кабелем звучит очень чисто и ровно, вокал выходит чуть больше вперед, становится более ясным и с хорошей артикуляцией и ощущением будто бы прямого контакта вас с исполнителем. Да и к тому же инструменты разделяются куда лучше, каждый занимает свое место, и общее звучание приобретает такой более аналитичный и аккуратный характер, но без сухости или какой-то дополнительной холодности. А вот высокие частоты — это, как по мне, одна из сильных сторон этого кабеля. Они очень чистые, с хорошей протяженностью и ощущением воздуха. Детали проявляются легко и естественно, без каких-то резких акцентов, но при этом сцена начинает звучать светлее и свободнее, из-за чего музыка кажется с этим кабелем более открытой и живой. Ну и конечно, со звуковой сценой этот кабель работает уже совсем по-другому, чем 376. Он не стремится сделать сцену плотнее или ближе, а наоборот, пространство словно распахивается. Появляется больше воздуха между инструментами, и сцена ощущается куда свободнее и шире, и с более четким разделением планов, за счет чего у вас возникает то самое ощущение максимальной легкости и объема. И в итоге JY Hi-Fi 313 это кабель для тех, кто хочет получить больше чистоты, ясности и воздуха в звучании. Он не утяжеляет подачу, не добавляет какого-то лишнего веса, а делает звук более прозрачным, собранным и воздушным. И как по мне, это отличный вариант для наушников с уже изначально плотной или очень теплой подачей, когда хочется немного раскрыть сцену и освежить общее звучание, не теряя при этом музыкальности. Ну а на этом, друзья, у меня все. Я очень надеюсь, что этот обзор был для вас полезным и помог вам лучше понять, как совершенно по-разному могут работать кабели и как сильно они вообще влияют на характер звучания наушников. И все выводы, как всегда, я делал исключительно только на личном опыте и длительном прослушивании с разными наушниками. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих кабелей вы найдете в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо, что смотрите, поддерживаете и остаетесь со мной на связи. В общем, всем отличного звука, хорошего настроения и до встречи уже в новых обзорах.